Лето в штате Южная Каролина — это особый мир, где густой раскаленный воздух буквально пропитан ароматом сосновой хвои, влажной земли и цветущей магнолии. В такие дни время словно замедляет свой ход, а полуденный зной заставляет умолкать даже птиц в густых кронах деревьев. Однако для Мишель Смит, опытной медсестры и офицера окружной службы по контролю за животными, тишина редко означала покой. Ее рабочие дни состояли из бесконечных поездок по проселочным дорогам, вызовов к потерявшимся домашним питомцам и спасения тех, кто оказался в бедственном положении из-за людской халатности или жестокости. Мишель любила свою работу, хоть она и требовала огромных физических и душевных сил. Каждое утро, надевая форму, она заставляла себя быть готовой к самому худшему, ведь служба спасения животных — это место, где слезы боли и слезы радости постоянно сменяют друг друга. Но тот день обещал стать особенным, хотя начался он абсолютно привычно. Около полудня на диспетчерский пульт службы поступил звонок от местного жителя, проживавшего на окраине небольшого городка, окруженного густыми лесами и изрезанного глубокими оврагами. Голос мужчины в трубке звучал обеспокоенно. Он сообщил, что уже несколько часов подряд из глубины лесистой лощины, пролегающей за его участком, доносится непрерывный, пронзительный собачий лай. Это не был обычный лай собаки, охраняющей территорию или лающей на прохожих. В этих звуках отчетливо слышались отчаяние, мольба о помощи и явный страх. Мишель не стала откладывать выезд ни на минуту. Быстро собрав необходимый инвентарь, переноски, прочные защитные перчатки, веревки и аптечку первой помощи, она села в служебный пикап и направилась по указанным координатам. Дорога вела прочь от асфальтированных шоссе, уводя все глубже в холмистую местность, где старые дубы и дикий кустарник образовали плотную зеленую стену. Прибыв на место, Мишель заглушила двигатель. Вступив под сень деревьев, она сразу услышала этот звук. Лай действительно доносился откуда-то снизу, из глухого заросшего оврага. Овраг был словно шрам на теле земли. Отвесные крутые склоны, усыпанные скользкой красной глиной, опавшими листьями и переплетенными корнями. Внизу, на самом дне, протекал небольшой пересыхающий ручей, вокруг которого буйно разрослись колючие кустарники дикого ежевичника и шиповника. Оценив обстановку, Мишель поняла, что спуск будет непростым. Склоны оврага были слишком крутыми, а влажная земля осыпалась под ногами. Надев плотные кожаные перчатки и аккуратно цепляясь за стволы молодых деревьев, она начала медленно спускаться вниз. С каждым шагом лай становился все громче и отчетливее. Было очевидно, что животное истощено, но продолжает подавать сигналы изо всех оставшихся сил. Когда Мишель достигла дна оврага, перед ней открылась картина, от которой у нее перехватило дыхание. В самом густом сплетении колючих веток ежевики билась маленькая собачка. Это была миниатюрная, некогда пушистая собака породы ши-тсу. Ее длинная шерсть превратилась в сплошной колтун, спутавшись с острыми шипами растительности. Каждое движение причиняло собаке боль, но она не переставала лаять, поворачивая мордочку в сторону приближающегося человека. «Тихо, малышка, тихо! Я здесь! Я помогу!» Мягким, успокаивающим голосом произнесла Мишель, медленно опускаясь на колени перед колючим кустом. Собака мгновенно затихла, как только увидела человека. В ее темно-кореглазых глазах не было агрессии, только безграничная усталость и надежда. Мишель достала специальный секатор и начала осторожно срезать колючие стебли, сантиметр за сантиметром, освобождая пленницу. Шерсть собачки была грязной, иссеченной шипами, но под этой запущенной оболочкой угадывалось кроткое и невероятно ласковое создание. Однако главный сюрприз
ждал Мишель через несколько минут, когда она расчистила верхний слой веток. Присмотревшись к груди собачки, спасательница замерзла от изумления. Под животом у маленькой шицу, плотно прижавшись к ее шерсти, лежал крошечный беспомощный комок. Это был совсем маленький котенок, ему едва исполнилось 3 или 4 недели. Котенок спал, крепко уткнувшись носом в животик собаки, а шицу нежно обнимала его своей лапой, защищая от холода и сырости дна оврага. Самое невероятное заключалось в том, что котенок сосал молоко. Собака кормила маленького котенка собственным молоком, отдавая ему все свои жизненные силы. Мишель осторожно протянула руку и прикоснулась к малышу. Он был сухим, теплым и вполне упитанным, несмотря на то, что находился в сыром овраге. Картинка произошедшего мгновенно сложилась в голове опытного офицера службы спасения. Кто-то из жестоких людей, желая избавиться от нежеланного приплода, просто принес крошечного котенка к оврагу и выбросил его вниз, прямо к ручью, надеясь, что вода или голод сделают свое дело. Маленькая шицу, по-видимому, гуляла неподалеку или была брошена ранее. Услышав жалобный писк беспомощного кошачьего младенца, собака, не раздумывая, бросилась ему на помощь. Она спустилась по крутому глинистому склону на дно оврага, где нашла малыша у самой воды. Однако забраться обратно наверх с котенком в зубах по скользкому отвесному склону маленькая собачка породы шицу просто не смогла. Не желая бросать малыша умирать в одиночестве, она увлекла его в единственное укрытие — густые кусты, где сама оказалась в ловушке, запутавшись длинной шерстью в острых шипах. Все эти дни она грела котенка своим телом, кормила его и звала на помощь единственным доступным ей способом — громким, неумолкающим лаем. Мишель аккуратно завернула котенка в мягкое полотенце и положила в переноску, после чего окончательно освободила собачку из плена колючек. Бережно взяв истощенную шицу на руки, Мишель поднялась по крутому склону оврага. Собака уткнулась носом в плечо своей спасительницы, тихо попискивая от облегчения. Привести найденышей в Центр контроля и защиты животных было дело 30 минут. В приюте малышам сразу же оказали первую помощь. Тщательно осмотрели, очистили шерсть собаки от колючек и грязи, обмыли и накормили. Сотрудники приюта были поражены этой историей. Собачке дали имидж Голди за ее золотистый характер и светлые опалины на шерсти, а маленькую кошечку назвали Кейт. Сотрудники попытались разделить спасенную пару, чтобы поместить их в разные вольеры — собачий и кошачий. Но как только Голди оказалась в отдельном боксе, она подняла такой отчаянный плач и начала так рваться к двери, что сердце ветеринаров не выдержало. Маленькая Кейт в соседней комнате тоже жалобно пищала, теряя тепло. Поняв, что эти две души связаны чем-то гораздо большим, чем просто случайность, администрация приюта приняла решение оставить их вместе в одном просторном боксе. Голди моментально успокоилась, как только Кейт оказалась рядом. Собака тут же улеглась на подстилку, подгребла кошечку к себе лапой и начала заботливо вылизывать ее шерстку. Она ухаживала за кошачьим дитя с такой нежностью, с какой заботится о потомстве самая любящая мать на свете. Через несколько дней, когда животные немного окрепли после пережитого стресса, ветеринарный врач приюта проводил плановый полный медицинский осмотр Голди. Результаты этого осмотра повергли в изумление весь персонал службы. Врач тщательно обследовал собаку, провел ультразвуковое исследование и изучил репродуктивную систему Голди. Вывод специалиста был однозначным и поразительным. Голди никогда в жизни не рожала щенков. У нее никогда не было собственного потомства. Это открытие шокировало всех. Как собака, которая никогда не была матерью, могла выделять полноценное молоко для спасения чужого детеныша другого вида? Ветеринары объяснили это редчайшим феноменом. Сильнейший стресс, вызванный видом страдающего и замерзающего малыша, в сочетании с мощнейшим материнским инстинктом спровоцировал у Голди так называемую
ложную беременность и гормональный всплеск, вызвавший полноценную лактацию. Природа способна сотворить чудо, когда движущей силой становится чистая сострадательность. Голди не просто пожалела котенка. Ее организм буквально перестроился на биохимическом уровне, чтобы дать этой крохе шанс выжить. С трепетом отмечал ветеринар приюта. История Голди и Кейт быстро разлетелась по округу, а затем и за его пределами. Местные газеты и телевидение выпустили сюжеты о невероятной собаке-спасительнице, чей материнский инстинкт победил биологические законы. В приют начали поступать сотни звонков от людей, желавших усыновить необычную пару. Однако сотрудники службы были непреклонны. Голди и Кейт отдавались только вместе, в один дом, как неделимая семья. Вскоре для них нашли идеальных хозяев, добрую и любящую семью с большим домом и ухоженным садом, где было избыток тепла и заботы. День, когда Голди и Кейт уезжали в свой новый дом, стал настоящим праздником для всего персонала приюта. Маленькая Кейт, уже заметно подросшая и окрепшая, весело играла с хвостом Голди, а Ши-Тсу с гордым и счастливым видом восседала на руках у новых владельцев. Мишель Смит стояла у дверей центра, провожая взглядом уезжающий автомобиль. В ее глазах блестели слезы. Но это были слезы глубокой радости и удовлетворения. «Знаете», — тихо сказала Мишель своему коллеге, вытирая слезу, «в нашей работе бывает очень много боли, разочарования в людях и тяжелых дней. Иногда опускаются руки. Но именно ради таких моментов, ради таких удивительных чудес и спасенных жизней я когда-то и выбрала эту профессию». Голди и Кейт напомнили всем нам, что настоящая любовь и милосердие не имеют границ, видов и предрассудков. Эта история осталась в памяти жителей Южной Каролины как напоминание о том, что даже на самом дне темного оврага всегда есть место для света, надежды и великой силы жизни.